И хочу показать номер, который мы сняли. Это база отдыха Амазонка в Большевике, или сейчас новое название Приморская, Херсонская область. Ну, вот такая комната. В принципе, все простенько, но все необходимое есть. Кондиционер в данный момент выключили. Вчера дождик был, сейчас утро, достаточно нормальная температура в комнате. Телевизор. Если честно, мы ни разу не включали, как-то не смотрим мы телевизор. Так, ну, зеркало, соответственно. Полочка, тумбочки. Есть два пуфика. Один, второй. Столик это мы попросили, он стоял на балконе. Можно на балконе сидеть. Ну, нам удобно компьютер там поставить. Поэтому мы в комнату взяли. Есть шкаф, ну, такой небольшой. Крючочки, что-то повесить. Одна полочка вверху, полочка ниже. Ну, там обувь поставить. Ну, как по мне, то еще бы хотя бы одну полочку. Ну, в принципе, мы не набираем кучу шматья на море. Нам достаточно. Ну, вот так. Чистенько. Убрано, все время убирается, на улице убирается, балконы моются целыми днями, ну так чисто. Так, туалет и душ в номере есть. Давайте посмотрим сейчас. Ну, при включении сразу включается и вентилятор, то есть вытяжка. Ну так, немного места. Роме, как всегда, мало вытираться где, ну, в принципе, нормально. Такая душевая. Туалет. Маленький такой умывальник, зеркало. Вот так. И имеется еще в комнате маленький холодильник. Номера, кстати, здесь спросили, если кто с детками, можно номер без кондиционера взять, там немного дешевле получается. В этом номере получается с кондиционером 320 гривен за человека, и это начало июля месяца. Вот мы поселились 2 июля, 19 год. Вид с балкона. Кстати, питание здесь с питанием, трехразовое питание. Можно не заказывать питание, но готовить тут негде. Ну, то есть вы можете где-то в селе, там есть куча тоже столовых разных, можно там заказывать обеды. Что меня устраивает, тут есть кофемашина. Я люблю кофе, поэтому мне это тоже нравится. Сейчас я пойду покажу это все. Вот, питание стоит, получается, завтрак 45 гривен, вкусно готовят. На завтрак это было 2 блинчика со сметанкой. И можно делать бутерброды, то есть хлеб подавали, масло и колбаса, да. Плюс компот или чай, я не помню. Компот, чай, ну то есть все время что-то разное. Вот. На обед это был борщ, это то, что мы кушали, каша гречневая, окорочок и салат из капусты был, и тоже чай или компот. Ну, это кому интересно, кстати, это тихое место, мы выбираем подальше от центра, от центрального пляжа, тут на пляже и народа поменьше, то, что мне это нравится. В центральной части, как Большевика, там больше людей, детки, все. Ну, мне нравится тихий отдых, чтобы было всех поменьше, как-то так. Вот. Но минус тут в том, что к рынку идти где-то минут, получается, 15. Где-то 15 минут, если вы хотите пойти и купить себе фрукты, там, я не знаю. Хотя рядышком тут есть магазинчик, нормальные цены, вода, всякое там мороженое, ну, в общем. Ну и пойдемте посмотрим на улицу, как здесь красиво. Так, сейчас еще утро, 7 утра, все еще спят тут. Так, тихонечко. Вид с балкона. Красивые деревья. Детская площадка, теннис. Сейчас все посмотрим.
Такая, мы живем на втором этаже, тут такая лесенка, цветы везде, еще пока розы не цветут или уже отцвели. Есть, кстати, еще дополнительный душ, летний душ, кто хочет. Хотя в комнате, в принципе, есть холодная горячая вода, нормально. Можно теннисный стол взять, поиграть в теннис для деток. Вот. И давайте пройдемся, посмотрим, как тут. Доброе утро. Здравствуйте. Почему я небо снимаю? Я снимаю обзоры, где мы живем. А че у тебя волос такой сдыбученный? Потому что время 7 часов, а я уже работаю. Ничего себе. Я тут сижу с 5 часов. Тебе тут нравится? Это столовая, тут кушают. И вот тот самый аппарат кофе. Я сюда прихожу иногда. Там, кстати, телевизор включают. Можно посмотреть. Сейчас покажу. Вот тут есть телевизор. Когда люди приходят покушать, он включается. Можно купить мороженое. Вот, есть. И также сейчас покажу, есть. Можно жарить шашлык, барбекю там. Красиво все сделано. То есть пока жарится, можно покататься на качельке. Вот так. Много тут разных вот фигурок красивых. Много растений красивых. Все ухожено, чисто. Вот так. Лягушка такая. И еще одним огромным плюсом, как для нас тут было при выборе этой базы, это стоянка, охраняемая стоянка. Кстати, тут есть велосипеды, можно взять на прокат. И есть охраняемая стоянка. Мы потом зайдем и покажем. Это было огромным плюсом. Она сделана отдельно от детей, то есть не волноваться, что мячик упадет на машину, там поцарапает и все такое. Ну, тут вход. Красивые деревья. Я не знаю, что это за дерево. Вот. Очень красивые птички поют. Тут тихо, вот потому мне это очень нравится. Кстати, еще хозяйка Людмила говорила, можно взять на прокат тоже у них лодки, там и зонты есть, если вы вдруг что-то забыли взять, то есть все здесь решается, все люди помогут. Ну вот так. Ты что, будешь снимать, как я кушаю?
еще чай принесут или компотик. Наверное, чай. Второй корпус вот, или то второй, это первый. Первый этаж. Здесь тенек и номера без кондиционеров. Тут парковка сразу. Где? По правую сторону вид во двор, номера с кондиционерами. По левую сторону считаю самые козырные номера, потому что с видом на море. Тут же парковка. Столики. Можно сидеть и отдыхать. Вот такие номера. Есть здесь побольше. Трехместный. Ну, тут комната побольше, конечно. Попросторней. Опять же считаю, это шик. Здесь вообще классно. Машина при месте. Море рядом. Все классно. Такой себе оазис в пустыне, да? Выходишь, жара, а там так комфортно, прохладно, прекрасно просто. Показали вам обзор данной, как назвать, базы. Амазонка вон сзади она. Не реклама, потому что сами приехали каждый год. Выбираем по интернету. В конечном итоге приезжаешь, как в этот раз опять же приехали. На картинках одно. На картинках одно. Ну я так и знал, просто хочется приехать сразу заселиться, без вопросов, не бегать, не гонять здесь еще. После такой дороги ужасной еще и выбирать что-то. Кстати, может, кому-то интересно, если ну, да, потом будем спрашивать. Кому надо, то пускай посмотрит. Запишите, звоните. Приехали на одну базу у Нестора Ивановича, зашли, перед этим жена звонила, приезжайте, все будет, все есть, все класс. Я как подозревал, захожу, срач, никто не подметал ничего. Чувак, который нас привел, перегар такой, я боялся, что мы взорвемся там в этом номере, если вдруг искра какая-то проспект. Говорю ему, почему ж не убирается? Да не, что, все убирается. Я понял сразу, развернулись, ушли. Рома сразу сбежала. Во дворе срач, ну короче там кошмар. На что рассчитано? Человек приезжает, заселился, думает, так, уже не буду ходить нигде, уже, блин. Я что, в этом номере жить буду? Буду ходить, сидеть на море, пришел на ночь там, но когда ни кран не работает, ни розетки нету. Ты вечером приходишь просто переспать, так можно переспать, закопавшись в песке на море и все. Да еще расчет, если человек не на машине, а с сумками из поезда, то понятно, бегать с сумками он не будет. Когда ты сел на машину, поехал дальше. Вот заехали сразу, в общем-то, раньше ходили мимо нее, смотрели, как она строится, база відпочинку. Срібна. Море рядом, последний дом прямо вон на море выходит.
Зашли тоже, заехали, все, говорю, давай селимся здесь. Блин, там капец, там такое впечатление, домики новые, а внутри Старые У меня слов порванные нет. матрасы, все какой-то, розетки торчат страшно, деревянные. кондиционер есть, включается, я смотрю, там такой вилка такая, ну то есть страшно на ночь, можно сгореть, дома деревянные, ну, короче жопа полнейшая. Опять же, ценовая категория примерно везде одинакова, Тут просто 500 гривен за комнату было. На Амазонке получается с кондиционером 320 человек, а 640 гривен. если даже так получилось, что вы пришли, не селитесь сразу, не плюйте там мне переспать, там тогда мы на несколько дней приехали, вы потом пожалеете. Пройдитесь пешком в округе, за ту же самую цену вы можете выбрать совсем другие условия и совсем другое отношение, совсем другой сервис. Это в Западной Украине примерно все везде одинаково. Там, я говорил, борются за туриста, за клиента, там чисто, там за те деньги, которые ты заплатил, даже за минимальные, будут с тобой носиться. Здесь плюют. Здесь ты пришел, я же тебе, такое отношение, вот. Да никуда он не денется, все равно поселится. Вот и все. Поэтому посмотрели, не понравилось, развернулись, ушли в другое место. Никто вас не привязывает, не держит. Главное не платить наперед и все. Лучше выбирать здесь по месту. Кстати, идти до вот нашей базы, где мы поселились, где-то 5-7 минут, так, не спеша. Конечно, это не берег моря, но зато комфортные условия проживания. Прогулялся 5-7 минут. Ну, с детками, может быть, это будет минут 10. Хотя дети быстрее, по-моему, бегут. Есть варианты на побережье, но там старые базы, вот эти еще советские деревянные домики под шифером. Ну, я не знаю. Не, есть там, есть и новые, но не устраивало, нас не устраивало то, что парковка машин находится во дворе, вокруг которых бегают детки. И что такое дети? Там подошел, пиранул машину, там мячом стукнул, ну как-то тоже хочется спокойного отдыха. Вот, поэтому вот так мы выбирали. О, сегодня море спокойное, отлично. Ну, наверное, холодное, что никто не купается.